Привет, друзья! С вами L-Traveler. Мое последнее видео, в котором я рассказал о блокчейне Идена, вызвало большой интерес среди подписчиков. И сегодня, продолжая эту тему, я расскажу о том, что же такое хороший флип и что такое флип, который обязательно должен быть зарепорчен. Как вы уже, наверное, догадались, основной тест состоит из двух частей. Это предварительная и основная. Задачей предварительной сессии является максимально быстро понять, кто решает тест – машина или человек. Задачей основной сессии является отфильтровать флипы между хорошими и плохими. Фильтрацией флипов занимаются все участники сети, которые проходят тест. Давайте разберемся с тем, что такое хороший флип и плохой. Вот пример флипа предварительной сессии. Как мы видим, на верхней картинке находится лодка и рыбак, который закидывает наживку. Начинается поклев. Рыбак подсекает рыбу. Судя по напряжению удочки, понятно, что рыба очень большая. Рыба настолько большая, что в третьей картинке мы видим, что лодка опрокидывается. На четвертой мы понимаем, что на самом деле это не рыба, а акула, которая съела рыбака. Как видите, здесь все понятно. Такой флип относится к корректным. Давайте обратим внимание на следующий флип. Как вы успели заметить, данная история рассказывает нам о том, что у нас есть грязная посуда наверху, и в конечном счете, в конце истории, посуда становится чистой. Обратите внимание на правую часть теста. Здесь вы можете заметить ключевые слова. В данном случае у нас есть два ключевых слова. Первое слово – это губка, и второе слово – это модельная глина. Изначально ключевые слова указываются на английском языке. Но если вы нажмете на кнопку Google переводчика, в новой вкладке вы сможете перевести ключевые слова на любой язык. В данном случае выбираем русский и получаем более-менее корректный перевод ключевых слов. Итак, у нас есть два ключевых слова. Это слово «губка» и слово «модельная глина». Как видите, в данной истории присутствует губка, но отсутствует модельная глина. Таким образом, данный флип является некорректным и должен быть отбракован или зарепорчен с помощью красной кнопки «Репорт». Следующий интересный в кавычках флип. Как видите, оба ключевых слова присутствуют на флипе, но ключевое слово limitation написано на самом флипе. Такие флипы тоже должны быть отбракованы. Второй ошибкой является то, что на данном флипе присутствуют конкретные цифры, которые помогают его разгадать. Третьим типом неверных флипов являются те, на которых присутствует явный порядок объектов, который помогает разгадать этот флип. Как видите, на нем изображены ремешки от наручных часов. И количество этих ремешков пропорционально увеличивается от изображения к изображению. Таким образом, такой флип разгадать очень просто. Флипы, на которых объекты пропорционально увеличиваются, помогая таким образом разгадать его, также являются некорректными и обязательно должны быть зарепорчены. И, наконец, последний тип неверных флипов. Это флипы, на которых явным образом присутствует подсказка. В данном случае в виде подсказки являются маленькие цифры 1, 2, 3, 4. Такой флип также должен быть обязательно зарепорчен с помощью красной кнопки «Репорт». Обратите внимание на то, что корректно зарепорченные флипы принесут вам больше наград после достижения консенсуса. На сегодня у меня все. Увидимся в следующий раз. С вами был L-Traveler, а вам желаю хорошенько подготовиться к предстоящему тесту. Пока!